Всем доброй ночи. Итак, продолжаем с вами работу. Вы знаете, что я воскрешаю древние обряды, ритуалы, поверья, восстанавливаю, по крупицам иногда собираю, а иногда за неимением какой-либо почвы, взяв за основу древние, там может быть древний какой-то ритуал, какой-то обряд, часть обряда, создаю на этой почве свою работу. Потому что все, что было в старину, в древности, на самом деле очень рабочие. Прошло испытание веками. Сегодня я вас познакомлю с куклой под названием Морока. Морок, вы знаете, это дух, который путает мысли, который наводит некую туманность в сознании человека. И вот эти слова омороченный какой-то, словно на него морок начитали. Это все не случайно. Да, призывается этот дух, начитывается морок, то есть просьба к этой силе для того, чтобы запутать мысли, затуманить мозг и разум человека и подчинить себе. В каких случаях читается морок? Морок может быть любовный. Называем морок, вообще морок, правильно, если. Морок может быть любовный. Это рыжик тут. Рыжику нечем заняться, вот он и бегает туда-сюда. Морок можно наводить на суд, чтобы судья или прокурор не могли до конца понять, осознать, что происходит. И, собственно, вердикт вынесли в вашу пользу. Морок наводит на соседей, морок наводит на толпу людей. Я вам рассказывала, что во время войны были такие сильные колдуны или наследники колдовских родов, которые умели, знали многое и начитывали морок и выводили своих друзей из окружения. Причем шли, и немцы их не видели. Вот такие способности есть у этого понятия под названием морок. Но в древности существовала кукла Морока. И она должна была выглядеть вот таким образом. Распущенные волосы. Можно вот так сделать. Можно и косички. Это не имеет особого такого значения. Это для красоты. Видите, даже бусинки есть. Это Яна сделала по моей просьбе. Но ее нельзя шить. Она должна полностью состоять из таких ниток. Потому что она в эти нитки путает ваших врагов. Такие куклы лучше дать с собой заговорить мужчине, сыну, дочери, это так, к слову, те, которые находятся в горячих точках. Но начитывать должны они. После этого с собой носить. Вот такую вот куклу-оберег. Такую куклу-оберег можно дать человеку, который, предположим, работает дальнобойщиком. Но он сам должен начитать, положить у себя и возить.
Кроме мороки куклы, существует еще и нить, которую нужно взять с собой. Черная шерстяная нить. Называется пояс мороки. На куклу нужно начитать 6 раз заговор. А после идет узелковая магия, которая, собственно говоря, очень даже сильная издревле. Завязывается 6 узелков, каждый раз начитывается на каждый узелок. Потом вот так нужно завязать, как пояс. Мороку нужно иногда по новой заговаривать. Ну, например, вот у вас какой-то процесс идет. Может быть, вы спорите с судом, с администрацией, неважно. Вы заговорили на куклу мороку. Положили эту куклу в сумку вместе с поясом и ходите. Вот когда это дело завершится в вашу пользу, она завершится в вашу пользу. После этого, если нужно будет еще раз для чего-то заговорить, то есть ее нужно заговаривать для особого случая. Или вы завтра, например, знаете, что начальник вас вызовет на ковер, разговаривать с вами, там, разбираться насчет чего-то. Вы заговариваете куклу мороку и носите с собой вместе с этим поясом. То есть ритуал состоит из 2 частей. И сейчас я вам все объясню, естественно. Заговорили, носите с собой. Все обошлось. Некоторое время еще пускай будет она в сумке, когда это дело полностью закроется, закончится в вашу пользу. Все, вынимайте ее, кладете отдельно куда-нибудь. Когда у вас еще какая-то проблема, что-то вам нужно снова сделать, снова ее, значит, вытаскиваете. Этот пояс нужно убрать, сжечь с новой ниткой шерстяной. Снова заговаривайте, 6 раз начитывайте на эту куклу. Потом узелковая магия с этим поясом. Опять нужно завязать. Сейчас, секунду. И опять для нового дела. То есть морока вам нужна для определенных целей. Если человек находится на военной зоне, если человек находится, то есть живет в горячей такой точке, опасной, боится за свой дом, своих детей, чтобы обошли стороной, может начитать и хранить ее дома. Если вы боитесь за своего ребенка, вот есть какая-то опасность, связанные. Единственное, за кого вы можете читать, это для своего ребенка, которому нет 16 лет. Если ему уже есть 16, он сам должен читать под вашим руководством и носить эту куклу, если у него там какая-то опасность. Ну, предположим, там, значит, пропущенные какие-то уроки, и идет там целая история об отчислении, чуть ли не со справкой. Проблема. Читает ваш ребенок, сын или дочь, завязывает эти узелки, пояс, мороки, кладет в сумку и носит с собой. Никому нельзя показывать и говорить, а вот у меня вот это есть, она решит мою проблему. Знаете такое выражение «дело глаза боится»? Есть работы, которые вообще никому знать нельзя, что вы сделали и как. Иначе она не сработает, потеряет свою силу. И вот когда проблема решилась в пользу вашего ребенка, все, она вытаскивает эту мороку и где-нибудь хранит. У каждого человека должна быть своя морока. Или на защиту всего дома вы можете начитать, но это, собственно, то есть это не ваши дела она будет решать, а просто будет делать так, чтобы обходили стороной ваш дом. Ну, мало ли, может быть, какие-то разборки ожидаются, вы боитесь этого, и вы вот начитываете, чтобы обходили стороной, не заходили в ваш дом. Морочите всех. Куклу Марокко можно начитать, если едете куда-нибудь, может быть, на свадьбу или куда-нибудь, чтобы... Ну вот если вы боитесь, предположим, что ваша свекровь там заставит мужа вашего
сделать то и это. Ну, всякое может быть. Знаете, иногда есть такие хорошие матушки-свекрови, в кавычках, которые считают, что жена вообще должна быть никем, и звать ее никак, и сын до конца своей жизни должен содержать ее всех детей, то есть своих братьев, сестер, и их детей, а жене шиш с маслом. Вот она пускай в этих черных телесах ходит. А вот брату отдай деньги, сестре помоги, чтобы не использовали вашего мужа, как они хотят, морочить их, чтобы они забыли это, чтобы у них не получилось, чтобы он куда-то поехал или их не услышал. То есть мороку навести на них. Вот на этот случай наговорили. Для себя будет выполнено то, что вы хотите. Положили сумку, поехали на эту свадьбу, вернулись, вы будете довольны результатом, потому что никто не сможет им пользоваться. Если у вас сложные отношения с родителями, вы боитесь, что вот вызовут на ковер, что будет разборка, что будет целая история, там вы что-то, может, сделали по молодости, глупость какую-то, чтобы все обошлось. Начитали, положили в сумку, пошли разговаривать с родителями. Я надеюсь, вы поняли. При любой опасности, когда нужно, чтобы все, что происходит, все решилось в вашу пользу, морок напустить, туман напустить. Понимаете, как это вот, знаете, пыль в глаза. Это же не просто выражение. Это каждое выражение имеет свою почву. Итак. Первая часть. 6 раз начитывайте на куклу, держа куклу в левой руке, ближе к сердцу. Вот так держите. Начитали, положите на алтарь. Возьмите пояс с мороки. Завязывая каждый узел, 6 узлов, на каждый узел начитали, завязали ей пояс, и все. И прячьте. Просто так не делайте этот ритуал. Можете эту куклу, например, сделать или заказать у мастеров, или как, чтобы у вас дома было, на всякий случай, если вы переживаете. Может, даже несколько штук заказать, чтобы один дать мужу, другой ребенку и так далее. У каждого должна быть своя морока, потому что вы наводите морок для себя. Тот человек для себя, неважно, насколько вы близки. У каждого своя морока. Морок у вас может быть дома, просто лежать. И она теряет свою силу сразу же, как только проблема решена в вашу пользу. Вот вы боялись какой-то долгой дороги, вы боялись, чтобы там, мало ли, может, у вас с документами непорядок, предположим, тоже пойдет. Вы боитесь проверки. Начитали на морок и поехали. Все обошлось, вернулись назад, никто вас не проверил. Или летите куда-нибудь, в таможне, может, там придраться, может, у вас что-то не в порядке, может, все в порядке, просто, может, вы переживаете, не любите, когда к вам... Знаете, есть люди, которых раздражает любой вопрос, у них сразу мандраж, им сразу плохо, не любят они власть имущих, вот есть такой страх внутри человека. Даже если у него все в порядке, ему просто сразу у него внутри какая-то тревога, почему остановились, что надо. Взяли, начитали, полетели, вернулись, все хорошо, все, морока потеряла свою силу, потому что она начитана на этот случай. Положите ее где-нибудь до каких-то там времен, не буду говорить до лучших, до нужных времен. Опять что-то вам пригодится, снова взяли, начитали, и снова она вас спасла. Надеюсь, вы поняли эту технику. А тем, которые на своих этих тайных вебинарах любят продавать мои работы, вот, пожалуйста, смотрите, изучите очень внимательно мороку, поменяйте одну букву и продайте тоже в тайных семинарах. Не забудьте, не опаздывайте вдруг. Как только ролик выйдет, в ближайшие несколько дней непременно сразу же тут же продайте. У меня прям слов нет. Как чего выходит, через несколько дней уже все магуйки расхватали. Я как мать-кормилица, ей-богу. Хорошо, что я есть, иначе бы вы все померли с голоду, бедные вы мои. Что же вы продали бы народу? Итак, начнем. Первая часть.
держим в левой руке мороку, 6 раз читаем. Одно но. Когда вы 6 раз прочитаете, в конце скажите, вот смотрите, если вы идете, например, разбираться с начальством, можете просто начитать, сделать все эти 2, то есть ритуала, маленьких ритуала, и идти смело, потому что там все сказано, что должно случиться. Если, например, немножко другой случай, ну вот, предположим, уже сказала, свекровь, да, начитали 6 раз, в конце каждого раза говорите четко, ясно. Пусть там моя свекровь, такая-такая, Зинаида Петровна, не знаю, Кукушкина, не имеет власти над моим мужем Петром Ивановичем Кукушкиным. Понимаете как? Вот в этих особых случаях надо четко говорить. Или вы едете там через таможню, 6 раз начитали и в конце говорите, пусть проверяющие обходят стороной мои документы. Не то, что не проверяют. Ну, можно и так, но лучше здесь обойтись именно вот как-то без слова «не», то есть без этого. И говорить таким образом. Пусть обходят стороной. Пусть забудут про мои документы. Вот что-то в этом роде, да? Или пусть гаишники, вот вы боитесь, там, едете, вдруг у вас в машине, там, техосмотр или страховка у вас как бы время вышло, и вы боитесь, чтобы они не проверили. Вы говорите, пусть гаишники обойдут стороной мои документы. Пусть гаишники не встречаются на пути. Пусть гаишникам не будут интересны мои документы. Вот что-то вот так. Это в таких случаях. А если вы просто хотите, чтобы вас не замечали, чтобы вы невидимо прошли, чтобы на суде не могли против вас ничего сказать и так далее, здесь вот только читайте. То есть вы сами определитесь конкретно, для какого случая вы хотите, чтобы морочили врагам голову. Потому что здесь все, что нужно, сказано и без этого. Но бывают особые случаи, когда нужно добавить свое желание, сказать кукле, что вы хотите. Вы же не с куклой общаетесь. Вы зовете определенный дух. Это вселяется в куклу. Любая кукла, которая заговоренная, любой талисман, амулет и так далее. Это закрепленный за этим предметом-посредником дух, который приходит, слышит и помогает. Но ему легче взаимодействовать с человеком, когда есть предмет-посредник. Через что взаимодействовать? Понимаете? Не в воздухе, а через что? Через куклу. Итак. Дева Морока, охранная кукла, что скажу, запомни. Внемли и исполни. Иди, Морока, найди Морока, врага и супостата. Кто на меня посягнет, кто мне вредить желает, кто мне опасность несет, кто злобу ко мне питает, всякого недруга в сети свои запутай, в темный туман окутай. Пойди, Морока, с любого бока, с ветреной, подветренной, с севера, с юга, с запада, с востока, снизу и сверху, днем и ночью, оморочь врагам голову, отведи их глаза, пусть смотрят на меня, да не видят. Пусть слышат, да не услышат, внемлют, да ни черта не... внимают, да ни черта не понимают. Внемли моему указу. Оморочная проказа, съешь у врагов мыслей чистоту, наведи в их головы пустоту, в их головах пустоту. Запуталась опять с этими котами. Ладно, проходит, ничего. Пусть черепа их разойдутся, мысли киселем растекутся, в тумане ходят, меня не находят. Истинно так, заклято. Еще раз читаю. Отвлекает меня моя живность иногда. Особенно Гися тут гуляет, ей понравилось наверху. Тут все мои камни, куклы. Ой, начнем. Дева Морока, охранная кукла. Что скажу, запомни, внемли и исполни.
Иди, Марокко, найди Марокко, врага и супостата. Кто на меня посягнет, кто мне вредить желает, кто мне опасность несет, кто злобу ко мне питает, всякого недруга в сети свои запутай, в темный туман окутай. Пойди, Марокко, с любого бока, с ветреный и подветренный, с севера, с юга, с запада и востока, снизу и сверху, днем и ночью, обморочь врагам голову, отведи их глаза, пусть смотрят на меня, да не видят, пусть слышат, да не услышат, внимают, да ни черта не понимают. Внемли моему указу, оморочная проказа, съешь у врагов мыслей чистоту, наведи в их голову, наведи в их голову, в головах пустоту. Да что ж такое? Марокко же морочит меня. Серьезно, морочит. Пусть черепа их разойдутся, мысли киселем растекутся. В тумане ходят, меня не находят. Истинно так, заклято. Вот такая вот Марокко обморочила меня тоже. Дева Марокко, охранная кукла, что скажу, запомни. Внемли и исполни. Иди, Марокко, найди Марокко, врага и супостата, кто на меня посягнет, кто мне вредить желает, кто мне опасность несет, кто злобу ко мне питает, всякого недруга, в сети свои запутай, в темный туман окутай. Пойди, Марокко, с любого бока, с ветреный, подветренный, с севера, с юга, с запада и востока, снизу и сверху, днем и ночью, обморочь врагам голову, отведи их глаза, пусть смотрят на меня, да не видят, пусть слышат, да не услышат, внимают, да ни черта не понимают. Внемли моему указу, оморочная проказа, съешь у врагов мысли чистоту. Наведи в их головах пустоту, пусть черепа их разойдутся, мысли киселем растекутся, в тумане ходят, меня не находят. Истинно так, заклято. Все, больше читать не буду, достаточно. Читать нужно 6 раз. Начитали, теперь берете нить и завязываете узлы. Вот так вот. Естественно, сейчас перед экраном не буду делать, но буду завязывать и читать. Значит, первым узлом волю врагов закрываю. Вторым узлом врагов себе подчиняю. Третьим узлом над врагами поднимаюсь. Так. Четвертым узлом врагам голову морочу. Пятым узлом недругов побеждаю. Шестым узлом все закрепляю. Да будет так истинно, заклято. Читать нужно на 6 узлов. Все. По одному разу. Берете вот так. Вот ваши враги должны запутаться вот в этих вот нитях. Так. Так вот завяжите. Один узел. Все. Кукла Марокко готова. Она будет вам служить и помогать в любой ситуации, решая спор в вашу пользу. Вам скажу, что такого рода на узелки, правда, я как-то давала женщине. Ну, много было, просто один случай запомнился такой особенно. У нее был очень такой спор с ЖКХ. Они там ей насчитали огромную сумму по ошибке или как там получилось. Чуть ли не там 300-400 тысяч, я точно не помню. Она даже не жила в этой квартире, она только платила коммунальные, и все. Иногда приезжала, смотрела. Это квартира ее сына, но он маленький. Сдавать боялась. Боялась, что там будет разруха, и мы знаем, что там бывает иногда. И ей вот это вот насчитали, эту огромную сумму. И она не могла никак добиться. Там достаточно было просто подписи администрации, чтобы просто написать, что перерасчет, одним словом, что это неправильная цифра, и
Там цифра в разы меньше должно быть. Она там не платила за 1 месяц, что ли, забыл. Ой, это там соседи. И она начитала, пошла в очередной раз, наверное, уже 20-й раз опять в эту администрацию. Но на сей раз ее приняли. И вот эта глава вот этого ЖКХ или этого района просто рассмотрел, подписал, тут же вызвал секретаря и сказал, чтобы, значит, тут же составили акт, приказ о том, что вот ей платить всего 15 тысяч. Сделали там перерасчет при них, минут 20 все это происходило, быстро все это сделали, дали ей в руки, вручили и все. И она пошла, отдала судебным приставам, которые больше к ней, чтобы не приходили. Это произошло в течение 1 дня. На следующий день этот глава вызвал ее, сказал, что вы знаете, произошла такая ошибка, я вообще не понимаю, как это могло случиться. Я подписал, отдал, но я не был намерен. А там видеофиксация, все есть. И все, он ничего не сделал. То есть без его желания некая сила подтолкнула его, и он все сделал как надо. Я вам приведу элементарный пример, когда вы идете на рынок, и вам просто суют всякий товар, а вам это не надо. И ты смотришь и думаешь, ой, какая красота, как я хочу купить. Вот давно я такое хотела. Берешь, покупаешь, приходишь домой и думаешь, на черта мне это вообще, зачем я это все взяла? Обратно нести уже нельзя. Та же самая морока, которая начитывается на покупателей, чтобы они не могли равнодушно пройти мимо. Вот они смотрят и думают, вот это мне надо очень. Покупать приходит, говорит, зачем я этот мусор купила, отдала там целых 15 или 20 тысяч, он мне вообще не нужен. Но вы купили. Непонятно зачем. Понимаете теперь, что это такое? Это реальность, и она существует. Всем удачи!